Это история великой и трагической любви, начавшейся в Украине, а завершившейся на итальянской земле. Композитор Ференц Лист, которого боготворила вся Европа, встретил в Киеве графиню Каролину Сайн-Витгенштейн. Эта встреча подарила нам целый ряд музыкальных шедевров, навсегда сделав Листа частью украинского культурного мифа. Ференц Лист утверждал, что принадлежит к аристократическому роду. Глядя на обладавшего великосветскими манерами музыканта, сложно было поверить, что это не так. И все же, его прадед был простым крестьянином. По-венгерски слово «лист» означает «мука». Курьез в том, что пекари в его родословной действительно имелись, но по линии матери. Первым интеллигентом в роду был дед Георг. От него берут начало влюбчивость, религиозность и музыкальное дарование Ференца. Кем только не работал Георг: и учителем, и нотариусом, и кантором в храме. Он виртуозно владел скрипкой, органом, спинетом. Не меньше, чем музыку, дед любил женщин. Привычка жениться подарила ему аж 25 детей, один из которых, Адам, стал отцом будущего композитора. Видимо, нужные гены каким-то образом постепенно накапливались в роду. Адам Лист начал с игры на виолончели в венгерском Версале, роскошном имении австро-венгерских князей Эстерхази. Окончив гимназию, Адам стал послушником в монастыре, где подружился с Карлом Фридрихом, будущим отцом композитора Рихарда Вагнера. Невероятно, но факт. Сыновья друзей-францисканцев, Рихард и Ференц, тоже станут друзьями. Впрочем, монахом Адам так и не стал, из монастыря его выгнали из-за скверного характера. Но, будучи самозабвенно влюбленным в музыку, Адам не стал и музыкантом. Он сделал у Эстерхази неплохую карьеру. Писарь, старший писарь, главный смотритель за овцеводческим бизнесом. Но ведь Адам хотел другого — играть. И это вгоняло его в тяжелую депрессию. Обнаружив в сыне музыкальный талант, Адам Лист решил реализовать с его помощью мечту о музыкальной карьере. Нужно сказать, что отец даже перевыполнил план. Его единственный сын стал не только выдающимся композитором, но и монахом. Унаследовав на генетическом уровне податливость женскому влиянию, религиозность и музыкальный талант, Ференц мечтал быть дворянином не меньше, чем отец музыкантом. И это ему тоже удалось. В 1859 году император Франц Иосиф I возвел композитора в рыцари. Увы, оставить в наследство сыну приставку «фон» к фамилии Лист не смог. Тот скоропостижно скончался. Пришлось передать титул дяде Эдуарду, который потом передал его своему сыну. С его смертью история рыцарей фон Лист пресеклась окончательно. Первые деньги Ференц начал зарабатывать в 9 лет. Услышав его выступление, 5 венгерских аристократов скинулись ему на ежегодную стипендию. Становление Ференца как музыканта не было ни легким, ни безоблачным. Особенно для его отца, находившегося в унизительной зависимости от княжеской власти. Но маленькому гению повезло. Одним из его учителей стал сам великий Сальери, который, как известно, вовсе не травил великого Моцарта. Также юного Листа очень вдохновило знакомство с Бетховеном, благословившим его поцелуем в лоб. Далее, нового Моцарта, как стали именовать Ференца, ждали Парижская консерватория и триумфальное покорение Европы. В 16 лет Лист переживает первый духовный кризис. Место нот занимают Новый Завет и трактат Фомы Кимпийского о подражании Христу. Он решает уйти в монастырь. От этого шага юношу отговаривает отец, убеждая, что его призвание — музыка, а не религия. Слава богу, Ференц тогда послушался отца. В 1847 году звезда Листа воссияла и над территорией Украины. Его гастрольный тур включал Киев, Житомир, Немиров, Бердичев, Кременчуг, Одессу, Николаев и Елисаветград. В Киеве публика буквально носила пианиста на руках, причем вместе с креслом. Игнорировать фанатичную любовь украинцев было решительно невозможно. Поэтому Лист, поначалу планировавший дать всего 3 концерта в Киеве, дал 18. В украинской столице его ожидало 3 сюрприза. Во-первых, он получил за это приличный гонорар. Во-вторых, проиграл его в карты местному шулеру.
В конце концов, надо же было как-то поддерживать репутацию звезды, ловеласа, картежника и кутилы. В-третьих, встретил в Киеве любовь всей своей жизни. Последний концерт, проигравшийся в пух и прах, Лист давал бесплатно, в пользу украинских детей-сирот. Вход стоил 1 рубль, но одна из посетительниц, Каролина Сайн-Витгенштейн, заплатила 100 и оставила импресарио Листа приглашение посетить ее имение на Винничине. Утром композитора, позабывшего о приглашении, разбудили. За ним прибыла карета от госпожи Витгенштейн. Отчего же не принять такое заманчивое предложение? В кармане композитора почти ни копейки, а за плечами немалый опыт общения с женским полом. Худой, высокий, бледный, с красивыми волосами, харизматичный. Лист нравился женщинам. Ханс Кристиан Андерсен вспоминал, что, когда он входил в салон, по помещению словно бы пробегал электрический разряд. Почти все дамы поднимались на ноги, и луч света осенял их лица. Перед концертом он всегда снимал и бросал на пол перчатки, которые поклонницы разрывали на мелкие кусочки, чтобы унести с собою хотя бы часть Листа. В 30-х годах у Листа начался бурный роман с подругой Жорж Санд, графиней Мари Дагу. Она была замужем, на 6 лет старше Листа, имела 2 детей. Но это не помешало ей подарить Листу дочерей, Блондину и Козиму, ту самую, которая впоследствии выйдет замуж за его друга Рихарда Вагнера, а в 1839 году единственного сына Даниэля. Мари была жутко ревнива, хотя и не без оснований. К тому же она являлась не единственной ревнивицей. Графиня Ольга Янина, например, угрожала композитору отравленным кинжалом и револьвером, а Шопен рассорился с Листом после того, как узнал, что тот использует его квартиру для свиданий. Но в длинной череде влюбленностей и интрижек Каролине Сайн-Витгенштейн была уготована особая роль. У ворот имения Каролина встречала Ференца с особыми почестями, в буквальном смысле хлебом с солью. Первый день в гостях прошел под разговоры о Гюго по-французски и о Данте по-итальянски. На второй день знакомства 28-летняя красавица стала любовницей Листа. Родилась она на территории нынешней Черкасской области в семье крупного землевладельца Ивановского, который дал дочери блестящее образование. А в 1836 году насильно выдал замуж за Николая Витгенштейна, сына знаменитого фельдмаршала, героя войны 1812 года. Несмотря на рождение дочери Марии, брак оказался несчастливым, и с некоторого времени супруги жили порознь. Встреча композитора с Каролиной подарила миру не только удивительную историю любви, но и настоящие украинские шедевры Листа. Один из них — цикл фортепианных пьес «Колосья», собранные после жатвы в Воронинцах, посвященный маленькой Марии Витгенштейн. В пьесах звучат темы украинских песен «Ой, не ходи, Грицю» и «Віють вітри». В Украине, на Хмельниччине, была создана и всемирно известная венгерская рапсодия номер 2. Пиком развития украинской темы в творчестве Листа стала симфоническая поэма «Мазепа». Композитор признавался, что обрел в своей возлюбленной все: отчизну, домашний очаг и алтарь. Выехав за границу, Ференц и Каролина поселились в Веймаре. Несмотря на ходатайство покровителей и многочисленные попытки заключить брак, они так и не смогли этого сделать. Из-за интриг российского императорского дома сам Папа Римский вынужден был отозвать свое разрешение. Отчаявшись обрести семейное счастье, Ференц Лист в 1865 году принял сан священника и перебрался в Ватикан. Каролина поселилась рядом, но в центре ее духовных исканий оказалось не христианство, а буддизм. Они почти перестали видеться, но состояли в трогательной переписке. До конца жизни на его рабочем столе стоял портрет Каролины, а в ее квартире — бюст Ференца. Умер великий композитор 31 июля 1886 года. Незадолго до смерти он исполнил свою любимую пьесу, ту самую, которую когда-то написал в украинском имении Витгенштейнов. А через 7 месяцев
не стало и той, кого он любил. Ференц Лист — это не просто имя в энциклопедиях, а живая история, где сплетаются музыка, страсть и трагедия. Его путь невозможно понять без Украины, и именно поэтому история Ференца Листа в Киеве и на Винничине — это важнейшая часть его биографии. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о гениях искусства, их тайнах и судьбах. Делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях. Знали ли вы, что жизнь Ференца Листа так тесно связана с Украиной?